Евгений Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, каково научное обоснование космических законов? Ну, наверное, прежде надо рассказать о том, что есть космические законы, которые управляют Вселенной. Вот я недавно увидел интересный видеофильм, ну, такая конструкция, где показано, что наша Солнечная система, каждая планета вращается не в одной плоскости, они вращаются в разных плоскостях. В то же время наше Солнце не стоит на месте, но тоже вращается вокруг центра Вселенной. И вот представляете, как все вращается, и никто никуда не падает. Вот это один из космических универсальных законов, что все подчинено определенным закономерностям. То есть законы, которые мы называем космические законы, и то, что мы видим, или то, что мы изучаем сегодня для того, чтобы люди были здоровыми, это применение космических законов к человеку. Вообще, это универсальный закон существования Вселенной. Отвечая вот на один из вопросов, которые мне поступили по почте. Мы рассматриваем 4 закона, которые существенно влияют на наше здоровье, на нашу судьбу. Это закон кармы, это закон реинкарнации, закон свободной воли и закон работы на общее благо. Это 4 основных закона, которые управляют судьбой человека. Они все взаимосвязаны. В нашей стране такие исследования проводились нечасто, но очень многие зарубежные ученые работали над вопросами обоснования закона реинкарнации или перевоплощения. Они брали людей, которые могли вспомнить что-то из своих прошлых воплощений, привозили их в то место, которое они говорили, вот там я родился. Такие были исследования в Индии, в Англии, в Соединенных Штатах, и они подтверждали, что те воспоминания, которые есть у человека, это воспоминания о прошлых воплощениях. У нас был такой случай, это непроизвольное наблюдение, когда один из наших пациентов, пройдя наши курсы, говорит, все это интересно, но вот реинкарнация для меня как-то сложновато. Карму я еще могу понять, а реинкарнация она тяжеловата. Через время он с женой поехал в туристическую поездку в Чехословакию. И попав в один из городов, он сказал, вот тут будет площадь, мы сейчас выйдем на площадь, там фонтан, там будут какие-то здания. Они поворачивают, и в самом деле там красное здание, о котором он говорил, есть. Ну, вылилось это в скандал. Жена начала говорить о том, что ты тут до меня был. Но в самом деле он тогда приехал и сказал, я, говорит, теперь верю, что есть реинкарнация. Вот такие наблюдения, хотя сегодня за рубежом есть очень много книг о подтверждении. Кстати, Далай-лама XIV, который сейчас является духовным правителем Тибета в изгнании, его не выбирают. Астрологи, ламы в определенный момент говорят, что родился новый Далай-лама, и они его находят в селении, показывают ему различные предметы. И ребенку, которому 3 года, и он должен выбрать из этих предметов те, которые принадлежали предыдущему ламе. Ну, вот такие наблюдения. Насколько точно человеческое сознание может транслировать космические законы? Ну, это вопрос духовного совершенствования. Если мы проникаем в наш дух, получаем понимание
что все в мире взаимосвязано, что мы проходим духовное обучение в любой из йог или религий, которые тоже связывают человека с высшим миром, у нас появляется возможность понимать, что происходит в мире. Все, что происходит, оно связано. Это карма. Как есть карма человека, есть карма семьи, есть карма общества, есть даже карма отдельных фирм, они тоже обладают кармой. Есть карма стран, есть карма земли. Есть карма, то есть закон, который действует для всей Вселенной. Это основа нашего бытия. Как только мы это поймем, мы начнем понимать, что есть определенные вещи, которые мы не можем объяснить определенными чисто материальными вещами. Мы это можем объяснить только, что существует нечто, которое мы можем познать, если поднимем свое сознание до уровня хотя бы философского отношения к тому, что происходит, то мы начнем понимать и свою судьбу. Мы проводили такое исследование в одной из групп. Мы задали вопрос о том, что вспомните, были ли у вас моменты в жизни, которые вы не можете объяснить определенными вещами материального плана, которые происходили в вашей судьбе, и ваша судьба менялась. И вот практически мы дали задание сутки на исследование, и все в группе сказали и назвали такие примеры, когда человек не может объяснить, но с ним случалось такие моменты. Но самое интересное мы записали в нашей книге «Ступеньки к здоровью, счастью и гармонии» или «Введение в Агни-йогу», когда человек после института попал на производство, конструкторское бюро, и у него все время возникали конфликты с начальством. Ему трудно было продвинуть свои новые изобретения, новый подход, и это продолжалось долго. Через год он поехал к своему другу, который работал на другом заводе, и когда они поговорили, он им объяснил, говорит, вот так трудно, я вот нахожу общий язык с начальством, приезжай к нам, у нас тут новое производство, все будет нормально. Он вернулся на завод, и, проведя какое-то время, опять возник конфликт, и он сказал, все, я бросаю, я уезжаю. Значит, друзья его договаривали, но решили проводить на вокзал. Он пришел, стоял очередь, это еще было время, когда стояли большие очереди в кассу. Он пытается заказать билет, а кассир ему отвечает, такой станции нет. Он в другую кассу, ну как же, я неделю назад ехал. Нет такой станции. В это время друзья его договаривают, раз ты давай подождем, может появятся билеты, ты вот уедешь, а мы никак не можем решить техническую задачу, поговори. Они зашли в ресторан, у нас был такой ресторан «Зустричи», и начали обсуждать. И они там провели до конца закрытия, потом поехали домой. Он так и не уехал, и прошла неделя, и ему дают группу, в которой он работает над своими разработками. И через неделю его направляют еще на стажировку в другое место. Он покупает билет на вокзале и спрашивает, а билеты до такой станции предыдущие есть, на которую он хотел попасть? Говорю, да есть, пожалуйста. Вот пример, когда судьба останавливает человека. И таких примеров можно привести очень и очень много. В Агни-йоге есть такая формулировка. Карма гнется под молотом воли. Как руководствоваться этим принципом?
В Агни-йоге сказано, что карма, кроме того, что она гнется под молотом воли, там есть такое понятие, что карма – это действие. То есть это закон, который меняется под определенными воздействиями. Каждый момент в своей жизни мы меняем свою карму. Есть моменты, когда мы не меняем ничего, если это не основано на каких-то духовных только или материальных даже вещах. Она не меняется. Но мы, если что-то делаем плохое или хорошее, если есть у нас мотивация, если есть у нас мысли, они влияют на то, что наше будущее меняется. То есть в любой момент карма меняется. Есть карма, которую мы наработали в прошлых воплощениях, есть карма, которую мы создаем в каждый момент. То есть карма действия. И если мы чего-то хотим достичь, это основано в том, что если мы ставим перед собой цель, карма меняется. Вот пример изменения кармы можно проследить на том, как проходило лечение в наших группах, когда мы объясняли, что можно изменить, стать здоровыми, надо поставить цель. Если мы ставим эту цель, мы будем здоровыми. На этом основано то, что ламы говорили. Нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные. То есть тогда, когда мы устремляемся и ставим цель быть здоровым, мы начинаем изучать свое питание, свой образ жизни, свои взаимоотношения, свои мысли, что мы читаем, как мы общаемся с людьми. То есть очень многие факторы. Окружающая среда, как мы воспринимаем то, что нам показывают по телевизору, как мы анализируем то, что происходит в мире. Это все влияет на карму. И даже это может влиять не только на карму человека, но и на его ближайшее окружение. Вот наша карма, как организация медицинской, как организация Мадры, Медицинская академия духовного развития, это дать людям знания, как понимать, что происходит в этой жизни, и постараться, чтобы они нашли свой путь. Но карма, она работает только если сам человек хочет. Поэтому вот на Востоке, в аюрведической медицине, есть четкое понятие. Врач брал на лечение больных, если они хотели быть здоровыми. Если человек надеется на таблетки, на медицину, на какие-то обстоятельства внешние, кого-то обвиняет в том, что он болеет, но сам не ставит перед собой целью быть здоровым, значит, реакция очень слабая. Евгений Евгеньевич, вы сказали, что проникая в дух, мы приходим к пониманию единства. Раскройте, пожалуйста, этот путь проникновения в дух. В понимании сегодняшней медицины, сегодняшнего понимания, кто мы подходим к тому, что большинство себя представляет как тело. Но тело есть у всех. То есть мы не тело. Есть душа. Они уже говорят, что есть душа, даже вот Война Ясенецкий, святой, врач, он говорил, даже написал книгу «Тело, душа и дух». Это 3 взаимные субстанции, которые есть в каждом человеке. Мы энергетическое существо, это самое главное, которое имеет связь энергетическую как с окружающим миром, так и с тем, что мы видим, что мы анализируем, что мы мыслим, какие у нас эмоции. Но есть понятие духа в каждом человеке, который получает энергию
из высших энергоинформационных планов. Но можно ее получать вот столько, можно получать больше. Это зависит от того, какой образ жизни мы ведем. Если мы понимаем, что дух принадлежит к высшим энергоинформационным планам, есть характеристики духа, через которые мы можем соприкоснуться с высшим миром. Это вера, надежда, любовь, свобода, равенство, братство. Это вещи, которые, если мы их реализуем, мы получаем высшую энергию. Если мы получаем высшие энергии, которые трансмутируются и приходят в каждую клетку и в каждый наш орган, мы делаемся сознательными людьми, и мы делаемся здоровыми. Как в теле, как в душе, так и в духе. Но если мы рассмотрим эти характеристики, то мы должны понимать, что свобода – это не просто свобода, это свобода возможностей. Можно прийти, падать во тьму или идти к свету. Это закон свободной воли. Если мы рассматриваем веру, то это вера в то, что есть высший план, как бы мы его ни называли. Что есть высшие силы, которые нам помогают, если мы к ним обращаемся. Если братство, то это не значит, что все объединены. Это возможность быть братьями, отношение друг к другу как братья и сестры, где каждый должен относиться к друг другу, как относится к себе, или как бы он хотел относиться к себе. Свобода – это свобода возможностей, прежде всего. У каждого человека есть возможности. Мы все находимся на разных ступеньках эволюции. Каждый из нас прошел много воплощений. Как написано в Теософии, минимум 7700. Но их намного больше, миллионы лет. Мы идем к развитию того, чтобы понимать, что такое истина. Любовь – это, как и братство, это любовь друг к другу, любовь к миру, который создал Бог, или высший энергоинформационный план, любовь к нашей земле, любовь к животным, любовь к растениям. Понимаешь, что все вокруг создано для того, чтобы планета была прекрасна. Как дух проявляет себя? Дух может проявляться в любом возрасте. Часто дух проявляется в детстве. Поэтому мы иногда слышим от детей очень интересные мысли, интересные умозаключения. Вот тогда проступает дух. Часто родители, педагоги не обращают на это внимания. Некоторые аспекты высказываний детей – это аспекты связи с высшим энергоинформационным планом. Но есть люди, которые в любом возрасте могут прикоснуться. Если человек ищет, он обязательно найдет. У нас на лечении был один пациент, в бывшем летчик, сначала военной авиации, потом гражданской авиации. И по роду своей работы он перелетал в разные города, разные страны. Его желанием было всегда пойти на книжный базар. Он искал и все не находил, что он хочет найти. Его судьба очень интересная. В 64 года, когда распался Советский Союз, родственники пригласили его переехать в Швецию. Он летел через Москву, было несколько часов, и он там нашел книгу, которую искал всю жизнь. Эта книга называлась «Агни-йога». Он ее открыл и пожалел, что он должен был улететь. Мы с ним общались по интернету долгое время. Очень интересный человек. Я могу рассказать другой пример из сознания Кришны,
когда человек, который был наркоманом, я как врач могу сказать, что когда я разговаривал, то это выраженная степень наркомании. Он 2 раза впадал в состояние, когда его спасала реанимация, но он всю жизнь искал, вот когда у него были моменты, когда он хотел избавиться от этого, он искал, и он нашел эту книгу. Он нашел эту книгу, она называлась «Бхагавад-гита». Он стал монахом, он избавился от наркомании. Вот поиск судьбы. Иногда мы просто не замечаем, что происходят такие вещи. А каждый человек должен задуматься. Любая вещь, которая есть, которая может казаться необычной, которая человека расстраивает, а может его судьба останавливает и говорит: нет, не туда ты идешь. И если наши неприятности возникают, то мы заблудились. Мы натыкаемся на препятствия и не понимаем, почему они возникают. Рядом люди живут нормально, а у меня все не так. Значит, человек не выбрал свое предназначение. У каждого человека, приходя на землю, имеет предназначение. То есть предназначение сделать что-то доброе, что-то для общего блага. Это признак того, что человек, если он выполняет, если он работает на общее благо, пусть он даже выходит и убирает возле своей двери в подъезде, это тоже предназначение. И это предназначение у каждого человека разное. Очень самые трудные предназначения – это у врачей, педагогов, работников правоохранительных органов, которые все время сталкиваются с проблемами добра и зла. Ну и об этом у нас будет отдельное видео. Какая роль страдания в нашей жизни? Агния говорит, что есть моменты в развитии эволюции, которые хуже войны. Когда происходит застой, когда не развиваются духовные качества, и люди впадают в материальный план. Для них тело становится основой жизни. Заработать, поесть, собрать деньги и так далее. То есть они себя представляют только как тело. И если мы посмотрим на развитие Советского Союза, то мы увидим, что были такие моменты. Почему войны возникают? Войны возникают от непонимания эволюции. Вот если бы каждый человек 10 минут в жизни, лучше 30 минут в жизни тратил на чтение хороших книг, а и лучше духовной литературы, Земля бы изменилась. К сожалению, то, что есть, происходит борьба света и тьмы. Об этом мы уже говорили, что в третьей расе миллионы лет назад наша эволюция свернула с пути соединения с высшим миром, потому что один из высших учителей, имя его Люцифера, свернул с пути развития эволюционного. Как это произошло и почему, мы не можем сказать, и ответа нет ни в теософской литературе, нигде. Как высочайший дух, который должен был изменить сознание людей, постарался замкнуть сознание людей на себя и управлять этим сознанием. В тот же момент он лишился высших энергий с высшими энергоинформационными планами. Ему нужна была энергия. Эту энергию могли дать только люди, в основном. 99% это люди. Ему пришлось сделать так, чтобы разорвалась связь между высшими планами и сознанием людей. Религии, не только религии, нейрофилософы,
учителя многих времен пытались изменить ситуацию. И, наверное, вот для нас ближе всего это христианство. Вот приход Христа на землю – это попытка разорвать энергетическую сферу, которая закрывает нашу связь с высшим энергоинформационным планом. Совершенно недавно я услышал в одном из интервью, легенду, о которой я когда-то рассказывал, что эволюция, нынешняя раса, зародилась тогда на месте, где сейчас находится Киев. По существу Киев – это место рождения славянства. Там все было основано на обществе, где старейшины решали судьбу советом обязательно. Но когда наступила ледниковая эпоха, совет старейшин решил переместиться на юг. Они дошли до Осетии, там остановились. У нас была очень интересная беседа с профессором археологии, где он назвал много факторов, которые археология не может объяснить. Не будем вдаваться в подробности, но в этот момент прошло какое-то время, и племя разделилось. Старейшины решили, что часть племени вернется на место обитания, то есть в Киев. Часть племени решила остаться в Осетии, и часть племени решила пересечь Гималай, и это Индия. Поэтому некоторые термины восточной философии, например, восточная философия, восточная медицина считает сердце связью с высшим миром, сердце чувствует. По-украински как дом называется? Хата, а на санскрите это звучит аннахата. Очень близко. Можно найти очень много вещей. В свое время мне было непонятно, почему нас привлекают индийские фильмы. Но в детстве многие люди ходили и плакали, даже не понимая, но им почему-то было очень близко. Вот это остатки тех сокровенных знаний, тех родовых связей, которые есть, которые мы не теряем. Мы связаны со всей Землей. Мы не знаем, где мы были в прошлых воплощениях, но уверен, что мы были во многих уголках Земли. И, допустим, наше воплощение на Украину – это было сознательное воплощение. Если мы собрались здесь и остаемся, значит, это было наше решение. Одно время мы работали с восточной медициной. Сейчас для нас самое главное – рассказать, что не все так просто. И те страдания, которые сегодня испытывают все. Мне приходится консультировать сегодня даже наших соотечественников из-за рубежа. Вот они живут в Эстонии, и у них есть тревожность. Они переживают. Я спрашиваю, остались родственники? Да нет. А почему? Я, говорит, все время смотрю и переживаю. То есть вот это то, что остается как связь. У нас был такой пациент интересный, капитан дальнего плавания. Он уже вышел на пенсию, он рассказал, что самое тяжело для всех нас было, когда мы приходили в Канаду в порт. И когда швартовался корабль, это во время Советского Союза, говорит, подходил старик, очень пожилой,
ложил платочек, становился на колени, и когда опускался трап, он целовал трап. Вот это то, что нас объединяет с нашей Родиной. Поэтому те испытания, которые мы проходим, это испытания к тому, чтобы сегодня мы все поняли, где добро, где зло. И коллективное сознание народа уже различает эти вопросы. К большому сожалению, есть вещи, которые закрывают сознание людей. Власть, деньги и слава. Медные трубы. Эти вещи закрывают познание того, что мы не просто люди, а мы духовные существа, связанные с высшим миром. Страдание – это часть эволюции? Движение без страдания невозможно? В христианстве есть такая молитва. Мы можем ее найти, опубликовать. Значит, болезнь – это не наказание. Христос обращается к человеку, что это не наказание. Это возможность, что ты подумал и обратился ко мне. То есть болезнь – это возможность, страдание – это возможность изменить свою судьбу. Я вам приведу пример. У нас прошло, можно сказать, 1000 пациентов. За 5-6 дней интенсива люди менялись в сознании. У нас были пациенты тяжелые, которым ставили заболевания, говорили, это уже неизлечимо, которые приходили к нам и, проходя наши курсы, становились здоровыми. Но дальше наступал путь выбора. У нас была женщина, ей за 60, и молодая девушка, которой 28 лет. Обе они страдали лейкозом. Это рак крови, практически неизлечим. 9 месяцев они проводили в больнице на переливаниях крови. Не было клеток крови, которые нужны были для обновления жизни. После 2-недельных занятий, всего 1 раз в неделю, 2-3 часа, они практически выздоровели. В каком плане? Нас попросили на тот момент, чтобы мы поддержали их психологически, потому что психологи выявляли в них тенденцию к самоубийству. Это страдание. Страдание не только самих больных, но и родственников. Значит, и на тот момент мы смогли сделать биохимический анализ крови до и после лечения. И оказалось, что у большинства пациентов, кроме того, что было клиническое изменение, появились клетки крови, которых не могло быть. Вот влияние энергии высшего плана. Но, к сожалению, судьба сложилась по-разному. Мы дальше проводили поддерживающую терапию. И вот девушка, которая 28 лет, она все, я здорова. И сразу начались такие эмоциональные подъем, влюбленность и так далее, и так далее. И пожилая женщина, которая 64 года, которая иногда приходила в наш центр, мыла окна, мыла пол, значит, задавала иногда вопросы. И вот через несколько лет она поехала в Киево-Печерский монастырь, и там есть такая процедура, перед службой надо окунуться в ледяную воду. Там +4, в свое время мы там тоже были. И она, женщины в рубашках таких ночных, ну типа ночной, и она окунулась, и после этого пошла на службу. Она простояла 4 часа и не заболела. Эта рубашка высохла. И когда она приехала и рассказала, я говорю, у вас
Был страх? Говорит, нет. Это был, говорит, день, когда я испытала блаженство. Вот человек изменил свою судьбу. Как труд на общее благо меняет человека и влияет на его судьбу? Но если это закон, мы предназначение наше делать добро на земле. Если это космический закон, он неизменен. И если мы выполняем этот закон, мы получаем энергию. И так мы меняем свою судьбу. Если мы делаем добрые дела, мы меняем свою судьбу. Мы получаем дополнительный импульс высших энергий. То есть меняются наши клетки, меняется состав нашего тела, меняется наше сознание. Я был поражен, что в Великобритании в школах экономики, экономического развития говорят о том, что если вы хотите, чтобы бизнес был ваш успешный, вы должны 10% жертвовать на добрые дела. Но и Веды, и Агни-йога объясняют, что вы должны точно знать, что это дела добрые. То есть, если вы подходите к храму, видите человека в определенном состоянии, который, может, трудно стоит на ногах, но он просит денег, и вы даете, и он идет в магазин, покупает алкоголь, и после этого устраивает драку, кого-то избивает, то, соответственно, вы на себя берете тоже карму этого человека. Поэтому в Агни сказано четко: помогайте работой, помогайте продуктами. В Ведах четко еще сказано: брамин перед тем, как взять какое-то подношение, он должен четко сказать, на что он будет использован. Вот так надо работать. Поэтому я благодарен всем тем людям, которые помогают нам, помогают нашей студии существовать, потому что возможности наши, к сожалению, не настолько большие, чтобы мы могли выпускать более качественный контент. Но я думаю, это впереди. Мы пытаемся найти ту нишу, ту возможность, анализируя то, что происходит. Мы сегодня видим, что вообще вся сфера кино, сфера телевидения, сфера средств массовой информации, очень много вещей, которые не соответствуют истине и близко не соответствуют. И даже разработана Голливудом система построения фильма, что в течение 10 минут надо захватить внимание человека. А как человека захватить внимание? Или через страх, самая надежная эмоция, или за какие-то переживания, что человек начинает как бы думать о своей судьбе. И потом дальше строится. И вот так же, если мы посмотрим на надписи под определенными блогами, а потом этот блог мы прослушаем, просмотрим, то увидим, что там совершенно говорится о другом. Поэтому надо начинать с того, что мы должны анализировать и понимать, что происходит разделение. Нашего общества тоже. Везде происходит разделение. Есть люди, которые идут по пути света, по пути того, что они включают в свое сознание. Может быть, даже иногда на ментальном уровне, не на духовном, а через ментальный уровень, через анализ и синтез. Они приходят к заключению, что не может все быть так просто на Земле. Хотя бы взять такой пример. Как может из маленького желудя вырасти громадное дерево? Почему? А там заложена информация. Там нет ничего, кроме информации. И связь с высшим миром дает ему возможность развиваться. Почему
одинаковые листочки. Ну, конечно, влияет и экология, но, в общем-то, популяция определенных растений, зверей, они же остаются в своей популяции. Правда, я хочу сказать, что звери не несут кармической ответственности. Они развиваются по законам, о которых говорил Павел. А люди, у них уже есть кармическая ответственность за любой поступок, за любую мысль, за любую мотивацию, за очень многие вещи, за эмоции и так далее. Ну и, конечно, можно делать добрые дела, а можно делать недобрые дела. Признак духовности в отдавании, признак материального мира в захвате. Как найти свое личное предназначение? Но если представить, что есть повозка, есть лошадь, есть карета, есть возница, так? Лошадь – это наше тело, карета – это наша душа, а возница – это наш дух. Так вот, если карета идет по дороге, никуда не сворачивает, то вроде все нормально. Как только кто-то ломается душа, колесо отлетает, человек останавливается. Если лошадь не кормить, она будет болеть. Если лошадь не поить и не кормить, она будет болеть. Если возница бросит вожжи, а вожжи – это те духовные стремена, с которыми мы связаны с высшим миром, карета свернет, перевернется, заедет в лес, начнет ее по кочкам бросать. Ну, хорошо, если все останутся живы и вовремя опомнятся, что надо что-то где-то чинить, и человек опять выйдет на путь. На этом пути могут быть трудности. Я уже об этом говорил. И иногда эти трудности – это прежде всего возможности. Возможности изменить себя. Болезнь – это тоже трудность. Я как врач говорю это, что любая болезнь – это трудность. И в самом человеке заложена, только в нем самом заложена программа. Первое слово, которое он должен сказать: я ставлю цель быть здоровым. Телесно, душевно и духовно. Вот об этом мы и говорим. В чем универсальность космических законов? Дело в том, что вся Вселенная, весь космос объединены определенными энергетическими связями. Как человек, как планета, как звезда, как Солнце, как, допустим, система солнечная, она связана. Все мы связаны. Эти законы неизменны. Могу сказать, что я уже несколько раз изучаю Агни-йогу, несколько лет, например, с 92 года, и каждый раз я для себя открываю какие-то новые страницы. Очень долго для меня было одной из самых трудных книг – это книга «Беспредельность». Но вот в условиях того, что мы переживаем, я наконец-то начал понимать, что есть космические магниты, которые неизменно управляют законами. То есть определенные высшие существа, которые следят за выполнением этих космических законов. Я не могу сказать, или не мог сказать, наверное, 20 лет назад, почему и как это работает. Но сегодня, если мы взглянем на компьютер, мы увидим, как работают программы, что есть программисты, которые могут управлять этими программами, что есть
диски, на котором хранится громадное количество информации. Вот один из вопросов, который мне задают на лекциях и блоге, как вот тысячи душ где-то обитают в космосе, это наша копия, как они могут там уместиться. А вот мы возьмем маленький диск космический, это маленький диск компьютера, и видим, как много там вмещается информации. То есть эта информация есть о каждом из нас. Почему каждый из моментов у нас есть наше духовное качество, наш дух присутствует в двух измерениях. Он находится в энергоинформационном плане и одновременно на Земле. Вот святые и подвижники эту связь могут иметь. Вот пример Тесла. Пример Тесла, у него была прямая связь с духовным своим планом. А наш дух на том плане имеет возможности получить знания, которые записаны на космических скрижалях. Поэтому он мог в своем сознании не только сделать двигатель, но он мог изменять его в своем сознании. Ему не надо было их чертеж. Вот признак связи с высшим энергоинформационным планом. Когда святые переходят определенный уровень своего развития, они становятся по существу святыми, меняются клетки их тела. И их сознание уже не присутствует на земном плане. И к ним приходит обычный человек, а он видит его судьбу. Потому что у него есть связь с высшим энергоинформационным планом. И он видит его судьбу, но он никогда не будет говорить о его судьбе. Потому что он не будет вторгаться в чужую карму. Но он видит болезнь. И он может сказать: ты болеешь от того-то, того-то. Измени себя, и ты станешь здоров. Вот так и ламы приходят к ним. Какой-нибудь человек, они смотрят на него и говорят: вот у тебя с соседом неправильные взаимоотношения. Измени эти отношения, и станешь здоров. Я прошел столько километров, чтобы ты мне сказал. Говорит: ну это твой выбор. И таких историй очень много. Что может изменить судьбу человека? Изменить человека может сам человек. Это прежде всего. Изменить судьбу планеты, и в том числе страны, тоже могут люди. Каждый духовный человек является связью с высшим энергоинформационным планом. И вокруг него создается поле энергии. Чем больше хороших духовных людей, тем больше это поле. И оно изменяет сознание. В письмах Махатмы написано, что люди, которые сегодня все больше отходят от добра и становятся проводниками зла, в будущем у них нет перевоплощения. Они попадают в поле Авичи, где они проходят многолетний путь страданий, которые они нанесли своим существованием. И потом они распадаются на атомы. Вот сейчас Земля проходит очень сложный период. На Землю идут новые энергии. Мы это видим по погоде, по вулканам, по катастрофам, по катаклизмам, по войнам, которые все время идут на Земле, и мы пока не видим, но это проявитель. В этой может человек стать святым, защищая родную землю,
родное отечество. Или может стать вот тем человеком, который попадает в коридор Авичи или попадает в то состояние, которое в христианстве называется адом. И многие годы, века он будет страдать от того, что он нанес страдания другим людям. То есть даже к своим врагам мы должны относиться как истинные рыцари. Поверженного врага можно только пожалеть. Ведь многие из тех людей, которые мы считаем врагами, они находятся под властью тьмы. Да, они выбрали этот путь. Может сознательно, может бессознательно. Но у каждого человека есть выбор. Быть человеком, быть тем духовным существом или быть проводником сил зла. Я желаю всем быть людьми. Людьми, которые несут в себе огонь высшего мира. Здоровья, счастья и выбора своей судьбы. И в заключение хочу сказать, чем больше вы поставите лайков, чем больше вы скажете своим друзьям о том, что есть наше видео, тем больше людей могут определиться со своей судьбой.